Британская империя, она вела переговоры и с арабами, и с сионистами по поводу земли Палестины. Они создали союз с арабами и обещали им, что Палестина отойдет им и будет частью арабского государства, для того, чтобы арабы помогли им уничтожить Отtomанскую империю. Они заявили, что они против самой идеи того, что на их землю придут евреи и заберут у них ту землю, которую они сами отобрали у местных. 80 с чем-то тысяч людей. К уже началу и середине 30-х годов там уже их стало 120 тысяч. Советский Союз еще и Палестину поддерживал. То есть, как на арабском это будет Накба. Да, я помню, что были там визиты палестинских деятелей, и даже в Советском Союзе издавали книжку про Палестину. Израиль, по-моему, единственная страна в мире, которая судит и сажает детей. Палестина никогда не стояла на повестке дня, но они решили за Палестину ее судьбу. Поджигания, пытки и насилие над женщинами и так далее. То есть это все было как бы оружие войны, оружие для того, чтобы изгнать палестинцев из своей земли. Да, после физического устранения палестинцев оттуда населенные пункты переименовывались, им давались еврейские названия, чтобы стереть саму память о том, что здесь когда-то жили другие люди. Эскимо по 3 копейки, дружба народов, коммунизм. Устали от романтизации совка? Мы развеем эти и другие мифы в нашем подкасте «Одеколон». Наверное, каждый из нас читает новости в социальных сетях из Украины и Палестины, и многие в Центральной Азии на самом деле поддерживают обе эти страны, и мы видим разные параллели между войной в Палестине и в Украине, и сегодня мы бы хотели это обсудить в нашем подкасте «Одеколон». Сегодня у нас в гостях Эржен, бурятская деколониальная активистка и журналистка, и Айзада Арыстамбек, социологиня и исследовательница из Казахстана. Можете, пожалуйста, немного представиться, рассказать чуть-чуть о себе? Я деколониальная активистка, и сейчас я занимаюсь журналистикой. Меня интересуют темы осмысления нашего культурного наследия, отслеживания нашего опыта, который является общим среди многих народов России и Центральной Азии и в других странах. Спасибо большое. Айзада? Меня зовут Айзада, я являюсь исследовательницей в науках социологии и гендерных наук. Я родом из Казахстана. Я вообще специализируюсь на гендерном национализме, насилии против женщин и деколониализме, в том числе в контексте Центральной Азии и в Казахстане. Я хочу сразу сказать, что я не экспертка в истории Палестины, и это для меня тема скорее больше с моей активистской стороны. Я этим интересуюсь в свое свободное время, и я считаю, что этой информации всегда довольно мало, ее довольно тяжело получить. У меня есть к ней доступ в силу того, что я говорю по-английски, и могу читать книги, находить какие-то новости, но, возможно, какие-то нюансы и точности, сегодня я не смогу их точно вспомнить, но это просто идет у меня из моего деколониального активизма. С деколониальностью я познакомилась во многом через Палестину. Спасибо большое. Смотрите, вообще, как обычному читателю, который читает новости в социальных сетях, мне может быть не совсем понятно вообще, что на самом деле происходит между Палестиной и Израилем, как вообще образовался Израиль. И в основном мы поддерживаем, люди в Центральной Азии поддерживают Палестину из-за того, что там тоже живут мусульмане. Но вообще, как образовался Израиль? Что такое Израиль, Палестина? Можно немного контекста дать? Да, Израиль существует официально как государство 1947 года. Вообще Палестина была частью Отtomанской империи, и потом пошел разговор о том, что арабы хотели отсоединиться от Отtomанской империи и создать свое, получается, арабское государство, которое бы объединяло в себя, получается, все страны, которые мы сейчас понимаем как под Ближним Востоком.
А в то же время на эту землю уже смотрели сионисты из-за того, что Иерусалим как бы это святое место не только для евреев, но и мусульман, христиан и так далее, и они видели в этом возможность там создать свое еврейское государство. То есть в это время земля Палестины, она существовала под Оттоманской империей, а потом после развала Оттоманской империи она перешла британцам. То есть она существовала под британским мандатом, и в это время Британская империя, она вела переговоры и с арабами, и с сионистами по поводу земли Палестины. То есть для них, как бы для британцев, как для самой такой мощной колонии того времени, они выбирали свои союзы, что им больше всего поможет. То есть они создали союз с арабами и обещали им, что Палестина отойдет им и будет частью их арабского государства, для того, чтобы арабы помогли им, получается, уничтожить Оттоманскую империю. Потом, после того, как это все произошло, они снова начали разговаривать с сионистами, и таким образом в силу своего союза с сионистами они начали перевозить туда евреев. Еще до даже начала 1930-х годов, когда начинался правление Третьего рейха в Германии, начало нацизма в Германии, и получается, в это время они начинают переселять туда много евреев, потому что начинаются погромы, начинается гонение евреев в Европе, в том числе в Восточной Европе, где очень большое население было еврейское. И к тому времени большинство людей, которые проживали в Палестине, это были арабы. Но также там все равно проживали евреи и христиане, то есть это было такое многорелигиозное пространство, где не было как такового какой-то доминантного этноса. В то время Палестина не считалась что это государство, которое теократия, где главные люди — это мусульмане, это все равно просто считалась арабская земля, где существуют арабы-мусульмане, арабы-христиане, арабы-евреи и так далее. Поэтому после того, как сионисты и Британская империя, у них все-таки совершился союз, и они решили что они смогут дальше перевозить туда евреев, и они начали как бы создавать разные стратегии по тому, как им можно, получается, населить эту землю евреями из Восточной Европы. Да, сионисты, они довольно долго искали землю, где они могут создать еврейское государство, и они рассматривали разные варианты, в том числе был вариант как Аргентина, говорили также про Уганду. В итоге они сошлись на Палестине, потому что все-таки Иерусалим, то есть у них были какие-то свои представления о том, как должно выглядеть еврейское государство, на какой святой земле оно должно находиться, и как бы существование Иерусалима помогло им каким-то образом, получается, оправдать существование Израиля именно на земле Палестины. Если позволишь, я сделаю маленькую ремарку про сионистский проект в Уганде. Этот проект, несмотря на то, что получил одобрение Британии, не получил своего воплощения в жизнь, потому что против выступили белые поселенцы в Уганде. Они заявили, что они против самой идеи того, что на их землю придут евреи и заберут у них ту землю, которую они сами отобрали у местных. Да. И вот в том числе, говоря о том, что это все-таки переселенческий колониализм, то, что в 1920-х годах население евреев в Палестине, оно насчитывало где-то 80 с чем-то тысяч людей. К уже началу и середине 30-х годов там уже их стало 120 тысяч. То есть их очень активно туда как бы переселяли, то есть что является самой дефиницией переселенческого колониализма. В 1931 году мусульмане и христиане составляли большинство, получается, представителей религии в Палестине, их было около 850 тысяч, а евреев к тому времени было около 170 тысяч. То есть очень долгое время на этой земле все равно как бы евреи всегда существовали, но они никогда не были настолько в таком большинстве, чтобы можно было назвать это еврейским государством, и можно было говорить, что это всегда была землей Израиля. Советский Союз еще и Палестину поддерживал. Да? Да, я помню, что были там визиты палестинских деятелей, и даже в Советском Союзе издавали книжку про Палестину
Вот я сейчас чуть закончу вот по истории, да, вот до 47 года. В итоге вот из-за всех этих переселений начались, конечно же, трения, да, на земле Палестины. С 1936 года по 1939 были арабские восстания, которые были направлены против, да, этого переселения, того, что очень много людей переселялись, то, что им как бы была такая политика, то, что им был приоритет в распределении земель, ресурсов и так далее. Но эти восстания, они были довольно жестоко подавлены. И в 1947 году состоялся план деления Палестины. По этому плану какая-то часть земли должна была отойти Палестине, то есть часть земли они должны были как бы там оставить палестинцев, а остальная часть должна была отойти Израилю. По этому плану довольно изначально он был довольно сбалансированный, то есть там было примерно, наверное, может быть 60/40 земель, но все равно большинство земель должно было отойти Израилю, но и палестинским арабам должно было остаться довольно большое количество земель. Однако, как обосновался Израиль, да, то есть с 1947 года, когда они уже как бы подписали Конституцию, признали себя государством, и то, что мы, например, если мы посмотрим на карту плана разделения Палестины в 1947 году, как она была изначально, то есть сколько земель должно было отойти Израилю, сколько Палестине, и как сейчас выглядят земли Израиля и Палестины, то есть насколько вот это вот сектор Газа, это получается вот маленькая совсем полоска, на которой проживало, да, 2,2 миллиона человек, которые в основном они все были согнаны, да, с других земель, и West Bank, да, и получается Западный берег. То есть в основном со временем, да, в течение больше, да, половины века земли, которые даже изначально, возможно, должны были оставаться палестинскими землями, они все равно начинали отходить Израилю, и в итоге большинство палестинцев оказались либо в секторе Газа, либо на Западном берегу. Разреши мне сделать тоже маленькое дополнение. Ты говоришь о проекте в Великобритании. Все-таки это ведь не было каким-то первоначальным распределением. Это все равно был план по дележу Палестины со стороны колониальных держав. Да. И Великобритания заручилась поддержкой других членов ООН, которые к Палестине не имели никакого отношения. Например, это были страны из Южной Америки или другие страны, вот, у которых Палестина никогда не стояла на повестке дня, но они вот решили за Палестину ее судьбу. Да. И получилось так, что Палестина не участвовала в этих переговорах. Палестинская делегация заявила свой категорический отказ от вот такого разделения дележа своей земли. И ООН, но не будем забывать, что на тот момент главными членами ООН были колониальные державы, они вот так вот между собой поделили эту землю. И когда мы не будем забывать, что когда мы говорим «британский мандат», это такое красивое выражение для британской колонии. Угу. То, что Британия смогла себе оторвать от Османской империи. Да, и получается британский мандат, то есть колонизация Британии, она закончилась вот в 1947 году, когда они объявили, что они выходят. Даже, по-моему, она закончилась немного раньше, и вообще вот когда образовался ООН, один из самых первых вопросов, которые вынесли на повестку ООН, был вопрос Палестины. То есть это был буквально самый первый острый вопрос, которым занялся ООН и которым он до сих пор занимается, потому что в один момент Британская империя, она оказалась как-то между, да, арабами и сионистами, они и тем обещали эту землю, они уже и тем как-то начали в каком-то плане, да, помогать, давать ресурсы, и они в какой-то момент поняли то, что что-то это стало, как бы, если говорить простым языком, это стало очень сложно, и они, как бы решили, что все, как бы сейчас образовался ООН, мы туда передадим этот очень тяжелый вопрос, и они как бы сняли свой мандат и просто вот вышли из этой земли и отдали этот вопрос ООН. ООН в итоге там вот то, что вот эти вот все государства, где Палестина не участвовала, они решили то, что вот у нас вот такой-то план 1947 года, план деления Израиля и Палестины, вот так вот все выглядит, они это вот принесли и отдали, и сказали, так вот теперь и будет. Сюда вот пусть едут арабы, мусульмане, а здесь вот будет только еврейское государство. Но было к тому даже времени население на земле Палестины
арабов к евреям составляло 2:1. То есть их было все равно намного больше, и как бы даже когда они поделили эти земли, большинство людей как бы остались на землях Израиля. То есть они были арабы, они были палестинцы, некоторые из них мусульмане, некоторые из них христиане, и в итоге они остались как бы без родины в один момент, и туда начали переселяться другие люди, у них начали забирать земли в буквальном смысле, то есть начали забирать у них квартиры, дома. И вот очень такие маргинальные нарративы про тех, кто выжили Холокост, это вот сейчас точно не помню название книги, но был писатель, который рассказывал о том, как они с женой избежали Холокоста, они сами были, по-моему, из Польши, и они вот приехали в Израиль в надежде, да, то, что это будет как бы безопасное место, их земля, и им дали ключи и сказали, вот, идите, это ваш дом. И он описывает в своей книге, как они зашли в этот дом, и они абсолютно точно увидели, что люди отсюда уехали только недавно. То есть они буквально увидели, что это чужой старый дом. Ну, то есть здесь кто-то только что вот жил, и теперь им сказали, это теперь ваш дом, вы там живите. И они не смогли. То есть они это увидели, и они вспомнили свой дом в Польше, как им тоже пришлось его оставить, когда, да, начался геноцид их людей. И то, что они увидели, то, что примерно сейчас они делают то же самое, только уже с другой группой людей, и они отказались от этого дома, отдали обратно ключи и не захотели оставаться на этой земле. Да, еще были такие методы вытеснения палестинцев из их родных деревень, как сожжение деревень, и очень часто израильтяне сжигали оливковые рощи. Оливковые деревья могут расти там до 1000 лет, и небольшая роща может прокормить там несколько семей, и ведь это было такое наследство палестинцев, это была связь поколений для них, и вот возможность, какая-то уверенность в завтрашнем дне, это вот этот экономический базис, это вот сакральный, культурный смысл вот таким жестоким образом отнимали. Да, еще хотела сказать то, что вот под этим планом, когда вот образовался Израиль, там было прописано то, что нееврейские общины, они будут иметь гражданские права и религиозные права, но не политические. То есть уже как бы изначально как бы это заложено, да, в самой как бы структуре Израиля, то, что там не все равны, что это государство, в котором не каждый имеет право, да, на свободу выбора и так далее, это все равно зависит от того, какой этничности и какой религии ты принадлежишь. Тоже вот хотела добавить про оливковые деревья, другая тактика, с которой они, как бы Израиль пытается скрыть, да, степень жестокости колониализма, степень жестокости, с которой развивалось это переселение людей, это то, что на очень многих палестинских деревнях, откуда они изгнали людей, они либо их заселяли заново, либо они проводили, получается, масштабную лесопосадку таким образом, что сейчас, да, уже прошло больше века, и это выглядит как просто нетронутые натуральные леса, но многие из них — это леса, которые были как бы искусственно, да, вот построены, так скажем, на палестинских деревнях, чтобы скрыть эти земли и чтобы уничтожить, чтобы им некуда было вернуться. И очень часто, когда празднуется День независимости Израиля, в этот же день празднуется как бы не празднуется, а день как бы день как Нагба. Да, день как бы скорби, да, о катастрофе, то есть как на арабском это будет Накба. И очень многие палестинцы, если вы будете видеть картинки или видео с таких маршей, там очень многие из них идут с ключами. Они либо держат сами ключи, либо они делают, да, такие ключи там из картона огромные. Это потому что когда палестинцев изгоняли, очень многим из них даже не говорили, что точно происходит, и они очень многие просто закрывали свои дома, вложили ключ себе в карман и думали, что может быть, через дня 3, может быть, там, через неделю, может, через месяц они вернутся. То есть поэтому даже сейчас они в основном, как бы всегда говорят, право на возвращение, право вернуться на свою землю, вернуться в свой дом, многие из которых уже не существуют, либо там уже живет кто-то другой. Потом также
Еще вот как только поделился, да, вот Израиль-Палестина в 1947 году, образовался Израиль, была такая маленькая деревня недалеко, по-моему, там в 4 часах от Иерусалима, называется Дер-эль-Ясин, возможно, неправильно выговариваю, но, в общем, там произошла довольно-таки жестокая, можно сказать, резня палестинцев. Она произошла ночью, когда как бы они не могли ни увидеть, ни подготовиться. Туда заехали, да, все вот эти КАМАЗы, солдаты. Они убили огромное количество людей. Многие из них попытались бежать через какие-то туннели. Там, и бежать можно было только пешком. Те, кто выжили, они рассказывают о том, как они шли часами, пытались дойти до Иерусалима и так далее. И то, как они поступили тогда с палестинцами в этой деревне Дер-эль-Ясин, это было таким примером, о котором они говорили потом как бы другим, о том, что вот если вы не уйдете, с вами будет точно так же. И очень часто то, что про первые, да, несколько десятилетий Накбы, то есть когда это все только происходило, Израиль не выдает про это очень много информации. То есть нету точного количества, сколько людей погибло. На данный момент, по-моему, говорят, что как минимум 6 тысяч палестинцев, но это такие очень, да, общие. То есть как бы есть документы, в которых описывается, что там тоже вот использовалось поджигание, было также пытки, были там и насилие над женщинами и так далее. То есть это все было как бы оружие войны, оружие для того, чтобы изгнать палестинцев из своей земли. Да, после физического устранения палестинцев оттуда населенные пункты переименовывались, им давались еврейские названия, чтобы стереть саму память о том, что здесь когда-то жили другие люди. Вот, расскажи, пожалуйста, поподробнее, наверное, немного о секторе Газа сейчас. Ну, во-первых, как это образовалось и что там происходит? Сектор Газа называют довольно давно открытой тюрьмой, да, open air prison. Вообще это считается, да, вот буквально как большой концлагерь. Туда очень тяжело попасть, очень тяжело выйти. Там я была на лекции профессорки Джазбри Пуар. Она написала книгу о том, как она использует термин дебилитация, то есть даже не полное, да, как бы устранение, да, людей, физическое насилие, а как вот именно в секторе Газа они как бы крадут у палестинцев даже время. То есть это вот был ее тезис о том, что люди, когда они пытаются перемещаться, палестинцы, да, на своей земле, даже вот там в секторе Газа и так далее, у них очень много чекпоинтов, где они могут стоять в жару часами. И часто, даже если у тебя есть все документы, и у тебя есть, да, там все причины там выйти, куда-то пойти и так далее, это всегда не гарантировано, что ты там будешь. То есть настолько там очень много слежки, присутствие армии, присутствие постоянно солдат, под которым они живут. Я помню, я очень давно смотрела то, как палестинцы, которые живут в секторе Газа, они, там был, получается, спортзал, джим, он был под землей. Кстати, вот про то, что вот очень много говорят про туннели Хамаса и так далее, возможно, да, многие из них как бы были прорыты Хамасом для их каких-то вот целей, но еще очень много, потому что слежка настолько тотальная, что многие, как бы даже вот спортзал, он под землей, потому что там им легче, то, что они скрываются от какой-то слежки. И я помню, я смотрела эту документалку о том, как палестинцы там вовсю там качаются, занимаются спортом, и у них спрашивают, типа, ну вот, почему вам так это важно? И они говорили о том, что у них нет никакого контроля над своей жизнью, они живут в настолько условиях, от них ничего не зависит, что единственное, что они могут контролировать, это свои тела. Поэтому они занимаются очень много в джиме, там создают какой-то комьюнити и так далее. Очень много есть таких документалок, казалось бы, очень простых. Я смотрела одну про серфингистов, получается, людей, палестинцев, которые живут в секторе Газа, она же на побережье, и они очень любят заниматься серфингом,
им это дается очень тяжело, и то есть даже какие-то такие простые вещи, которые абсолютно аполитичны, которые никаким образом даже можно не забирать никакие ресурсы, то есть это все равно очень ограничено, к ним очень ограничен доступ, или, например, чтобы получить там, да, скажем, визу, куда-то уехать, палестинцам им не дают пойти в посольство, например, даже в самом Израиле, им надо ехать, например, в Египет. Их сначала нужно, чтобы выпустил со стороны своей Израиль, да, через чекпоинт, потом им нужно, чтобы их пропустил Египет, потом им нужно, чтобы их еще им дали визу куда-то уехать. И это очень тяжело дается. У очень многих палестинцев у них даже нету каких-то точных паспортов, особенно вот которые бежали во время, да, самого начала Накбы, которые бежали в соседние страны, да, Ливан, Египет и так далее. Им многим даже не дали паспорта этих стран, они имеют такие временные паспорта палестинские, которые как бы им, когда они пытаются как бы пересекать границы или людям объяснить, кто они, откуда они, люди часто, пограничники, этого не понимают. На данный момент в Газе нету места, где безопасно. То есть изначально, когда после 7 октября как бы говорилось то, что вот всех сгоняли с севера на юг, говорили, на юге будет безопасно, там, получается, Рафа, да, лагерь беженцев, их вот туда сгоняли, потом и Рафу тоже начали бомбить очень как бы очень интенсивно. А потом в один момент начали говорить палестинцам, что вам нужно идти на север, там будет безопаснее. И вот очень многие из них, когда смотришь там видео, фотографии, они вот со своими, да, вот какими-то совсем немногими вещами, они вот так вот передвигаются среди бомбежки, среди абсолютно небезопасных условий. Если видеть, очень много есть... Еще вот такая вещь, что Израиль, они не признают, но они довольно структурированно убивают журналистов. То есть очень многие журналисты, которые были в Газе, сами палестинцы, их как бы вот буквально, по-моему, позавчера убили 6 журналистов. Да? То есть если, например, взять то, что как бы журналисты, в принципе, это как бы жизненно необходимый, да, как бы ресурс для любой страны, который обеспечивает информацию, говорят правду, собирает какие-то истории и так далее. Израиль их истребляет довольно в высоком темпе, и некоторые из них, которые до сих пор живы, до сих пор там находятся, с нестабильным интернетом, иногда они выходят на связь. На них смотреть на самом деле очень больно. Одной из них, ее зовут Бисан, может, вы знаете, ей, наверное, 23-24. И ты буквально видишь в том, как вот... Я даже вот помню, я смотрела, и такая совсем банальная вещь, но я заметила, что у Бисан, у нее очень испортилась кожа с 7 октября. Я так подумала, ты когда живешь в комфорте, да, тебе все норм, ты постоянно волнуешься, типа вот так вот высыпаю туда-сюда, а она постоянно показывает, у нее волосы выпадают, просто вот клочьями, да, вот из-за стресса и так далее, и они там не могут, да, мало того, что они умыться не могут, у них там нету питьевой воды, они стоят в очередях по 3-4 часа, или там им нужно идти в соседний город и так далее, чтобы найти воду, и вот Бисан, она как бы старается показать степень разрушений, и буквально вот стоит она, да, молодая девушка, и вокруг нее стоят как бы здания, высотки, которые были, ну не высотки, но, наверное, этажей 5, иногда 9, абсолютно разбомбленные. Она может идти километр, и все будет разрушено. То есть это вот сейчас то, что происходит в секторе Газа. Да, я бы хотела еще дополнить, что Израиль использует роботизированное оружие. Это оружие, которое управляется искусственным интеллектом. И если искусственный интеллект, вот эта программа посчитает, что этот человек террорист, то она стреляет на поражение. И это абсолютно неэтичная норма, потому что в любом искусственном интеллекте накапливаются ошибки, которые невозможно отследить. Там нет такого, что ты берешь протокол или логи и смотришь, где произошла ошибка. То есть это решение о смерти принимает программа, и никто не несет за это ответственность. Совершенно ужасающие вещи. И я еще хотела дополнить, что когда-то в секторе Газа был аэропорт, и это было таким символом надежды, символом какой-то вот свободы, но Израиль
разрушил такой вот прекрасный современный аэропорт. Да, на данный момент в Израиле нету в Израиле, извиняюсь, в секторе Газа сейчас нет университетов, нет рабочих школ. Ам, По-моему, на данный момент там оставалось всего пара госпиталей, и то вот недавно был европейский госпиталь, и туда начали бросать листовки о том, что надо эвакуироваться и так далее. Им эвакуироваться не на чем, у них нету там машин скорой помощи и так далее. То есть, когда говорится о том, что пропадает, да, вот мы часто говорим о важности памяти и все остальное, пропадают все библиотеки, нет больше библиотек. То есть архивы, истории и так далее. Нету места, где палестинцы, они должны идти учиться, да, как-то, то есть пропадает целое поколение. То есть на данный момент примерно говорят, что 7 октября было убито 40 тысяч человек, из них как бы говорят сейчас, что почти половина — это дети. То есть да, когда мы говорим о том, что когда эти разговоры, дискуссии проходят, да, вот в Америке, где я сейчас живу, очень многие говорят, как же вот Хамас, да, и с одной стороны, конечно, нельзя поддерживать убийство невинных жителей, в том числе и то, что Хамас сделал 7 октября, но если сравнить масштаб, с которым сейчас истребляют людей. Более того, очень часто идет дезинформация о том, что Хамас отказывался на любые переговоры идти, что они отказывались на любые сделки с Израилем. На самом деле, просто все сделки, которые предлагал Хамас, в том числе, Хамас очень настаивал на том, чтобы освободить всех политзаключенных палестинцев из Израиля и передать их в сектор Газа. Там находится, по-моему, если не совру, от 4 до 5 тысяч палестинцев сидят в тюрьмах Израиля. Многие из них дети. Израиль, по-моему, единственная страна в мире, которая судит и сажает детей. Многие из них дети, многие из них женщины, то, как обращаются даже, не будем дискриминировать, то, как обращаются с арабами, мужчинами, палестинцами, мужчинами, это тоже очень страшно, когда их все-таки выпускают, насколько они сломлены, да, и если вы видели, как выглядели заложники Хамаса, как их выпускали, там было одно видео о том, как этот боевик Хамаса в своей, да, вот все у него закрыто, у него автомат, он открывает дверь, выходят заложники, они ему руку жмут, улыбаются, все, давайте, до свидания. Там кто-то рассказывал, одна из заложниц, то, что ей Хамас торт делали на день рождения, давали. И когда она очень часто, когда этих заложников выпускают, у них Израиль спрашивает очень определенный нарратив, к вам ужасно относились. И если они говорят нет, к нам все было нормально, ничего прям такого, нас не пытали, не делали. Потом люди в медиа комментарии пишут зря тебя выпустили из заложников, надо было тебе там умереть и так далее. То есть это настолько не подходит их нарративу того, что, опять же, да, через колониальную призму того, что палестинцы, арабы, они животные. И я говорю животные, потому что это сам говорил министр, по-моему, самообороны Израиля. Он прямо в Твиттере писал то, что мы этих животных убьем. И когда он говорил про животных, он имел в виду палестинцев. То есть их настолько дегуманизируют, и когда даже сами израильтяне, если они этому нарративу как-то противодействуют через свой опыт или просто своими высказываниями, часто их маргинализируют и стараются эти нарративы не слышать. Но возвращаясь к тому, что Хамас просто шли эти переговоры очень часто, то есть не было такого, что 7 октября Хамас не шел на переговоры с Израилем, не было такого, что они не предлагали какие-то свои условия, что они не говорили, верните просто нам, наших палестинцев, они не говорили то, что давайте сейчас, я не знаю, мы полностью поменяем какие-то там иерархии и так далее, они просто хотели как минимум вернуть заключенных, которые сидят в Израиле. И в 99 случаях Израиль говорил нет, и это все так же и продолжалось. Да. Смотри,
Мы уже затронули немного об истории, как это все вообще сложилось, то, где мы сейчас оказались, но в мире об этом стали говорить вот буквально недавно. Как так вышло, учитывая вот, что ты рассказала после Второй мировой? Вот они начали делить территорию, и все это происходило уже более полустолетия, но это сейчас только начало все всплывать в массы. Почему так вышло? Почему мы только сейчас начали это обсуждать? На самом деле, проблемы обсуждались, и я знаю, что в мире существуют даже образовательные курсы, которые называются Palestine Advocacy Course, и сами палестинцы делают большую работу, и исследователи этим занимаются. Просто вот такого массового внимания рядового зрителя, рядовых людей не было. Это с чем-то схоже в принципе, с деколониальным движением. Когда-то вот наступает такой момент, вот какой-то прорыв, когда это выливается в общее информационное поле. А до этого существует, вот более таких узких кругах. Да, я тоже считаю то, что для меня это было... Я это использовала Палестину как литмус-тест по поводу того, насколько человек деколонизированный, насколько он понимает степень, да, колониализма еще до всего этого, но кажется, просто сейчас очень тяжело понять масштаб, с которым если честно, я помню, я тоже видела видео, где пытались сравнить, например, скорость, с которой убивают палестинцев, с населением, например, там на Манхэттене. И они вот пытались сказать, вот столько тысяч человек, представьте, что если бы, например, весь, я не знаю, там, начиная с Центрального парка вниз, все бы сейчас вот просто взяли и уничтожили. Просто на данный момент то, что Хамас сделал 7 октября, что, кстати, Нью-Йорк Таймс выпустил в итоге репортаж где-то несколько месяцев назад, где говорилось о том, что израильские власти, они знали о планах Хамаса. Одной из версий, которую они сказали, они посчитали, что это очень амбициозный план и что они его не смогут воплотить. И поэтому они не стали их останавливать. Я не знаю, правда это или нет, но было доказано то, что израильскими властями им было известно о том, что планируется такая атака Хамасом на 7 октября. Да? То есть о том, насколько мы знаем, да, насколько у них есть ресурсов, насколько вообще развитие слежки, развитие оружия в Израиле, оно буквально беспрецедентно, в том числе в огромный кредит за это идет США, которые очень много денег дают Израилю, и верить в то, что они со всем этим не знали то, что это может произойти, тоже это, наверное, вопрос каждого, насколько они могут в это поверить, но просто... Да, мне кажется, мы начали все об этом активно понимать и думать, потому что просто масштаб, с которым истребляется целое население, и как они смогли наконец-то, 7 октября позволило им, знаете, обрушить всю эту колониальную риторику, она позволила им открыто называть палестинцев животными, да, позволила открыто говорить то, что я со многими сионистами, когда сталкиваюсь, они очень многие говорят: нет, эти дети заслуживают смерти, потому что эти дети — будущие террористы. То есть они открыто считают, что дети недостойны жизни, дети палестинцев, да, сами, молодые палестинцы недостойны жизни. То есть это все дало такой зеленый свет, потому что появилась, да, какая-то виктимизация, и и эта виктимизация, она пошла в том числе в медиа Америки, потому что Америка очень сильно, да, поддерживает Израиль, Германия и так далее, но в то же время, мне кажется, это еще произошло, потому что спустя, да, больше века после начала Нагбы очень много палестинцев эмигрировали в разные страны и смогли создать там сообщество. И когда это произошло, они смогли организоваться. То есть, да, там, где я сейчас живу, в Нью-Йорке, там есть в Бруклине Бэй-Ридж район, где очень много арабов, и в том числе палестинцев. Есть на Куинс, в Астории, там, где тоже очень их много. И они там смогли собираться, то есть создавать какую-то видимость. То есть если раньше, когда в 1947 году это все происходило,
говорила, они все были там, и они мигрировали сначала, да, Ливан, Египет и так далее, и они не могли так рассказать свои истории, то, конечно же, сейчас они уже по всему миру переселились, мигрировали, и они могут, да, рассказывать. Это, во-первых. Во-вторых, это, наверное, первый геноцид, который мы наблюдаем, ну, стримит онлайн, да. Это то, что вот люди вовсю передавали электронные симки, можно было покупать, чтобы в секторе Газа ими пользовались. У меня лично в ТикТоке у меня очень много, буквально даже иногда бывает, не могу на это смотреть, очень много палестинцев соединяются к интернету и просят помочь. То есть у них очень многие, они делают сбор средств через американскую платформу GoFundMe, и они, то есть их не стереть, ты их в любом разе увидишь хоть как-то. Ну, возможно, если у тебя совсем пузырь в твоем алгоритме, или то, что если ты совсем не говоришь по-английски, то и то сейчас люди начинают переводить и говорить, но то, что вот мы видим их даже самих, то есть мы даже не услышим это от палестинцев в миграции, мы это увидим через Бисан, да, который сейчас там находится, через журналистов, но и через простых людей, которые вот в ТикТок отправляют, в Инстаграм, Фейсбук и так далее, и это просто не дает нам возможности притвориться, что этого не существует, и не дает возможности нам притвориться, что у этого нету таких абсолютно беспрецедентных масштабов. Эржен, я вот знаю, что вы недавно были в Палестине. Расскажите, пожалуйста, что вы там видели? Какой у вас был опыт? Я там была прошлым летом, в начале июля. Я прилетела в аэропорт Тель-Авива, и меня продержали там около 4 часов. У меня был очень строгий допрос. И одним из факторов вот такой... Почему? Я думаю, потому что я планировала поехать в Палестину, у меня были там брони, и допрос был просто с пристрастием. Меня спрашивали, где я живу, где я работаю, где я живу сейчас, что я планирую делать после Израиля, есть ли у меня знакомые в Израиле. Назовите прямо все про них, женаты, не женаты, есть дети, где работают, когда эмигрировали, кто старше, кто младше, как мы с ними познакомились и так далее. Спрашивали про мое семейное положение и так далее. Про Палестину спрашивали? Про Палестину конкретно не спрашивали. Не спрашивали, да? Да. Вау. Угу. И я с территории Израиля попасть на западный берег, просто сев на автобус, нельзя, потому что нет транспортного сообщения. И, разумеется, в моих планах было посещение западного берега, потому что в сектор Газа невозможно просто так попасть. Нужен пропуск. И мне пришлось пойти на ухищрение, чтобы добраться до города Джерихо. По-русски Иерихон есть еще такой вариант. Я купила билет на автобус, который идет прямо далеко на север Израиля. И в тот момент, когда он оказался наиболее близко к городу Джерихо, я с него сошла на трассе. И даже купить этот билет было достаточно сложно, потому что, когда я спросила, вот мне такой-то билет вот до этого города, кассир достаточно как-то грубо сказал, что мы такие билеты не продаем. И мне там пришлось спрашивать у людей. В Израиле мне показалось, что люди очень доброжелательные. Все говорили по-английски, все мне шли навстречу. Но, тем не менее, очень чувствовалось их предубеждение против Палестины. Когда я им говорила, что я еду в Палестину, мне советовали не ехать. Говорили, что там очень опасно, что со мной там что-то может случиться, и скорая не приедет, что полиция не приедет, что там просто преступность зашкаливающая. Отговаривали всеми силами. Я там разговаривала с несколькими людьми, и один из моих собеседников, мужчина, сказал, что он был в этом городе единственный раз, когда служил в армии. И тогда он был в городе Джерихо в рамках военной миссии. Они там, по его словам, арестовывали террориста. И несмотря на то, что Израиль и Западный берег находятся очень рядом друг с другом,
вот никто из израильтян, с которыми я разговаривала, никто там не был. И мне казалось это таким странным, потому что как будто бы это две планеты, как будто бы это просто какие-то параллельные миры, которые не пересекаются. И вот поэтому мне пришлось проявить смекалку, и когда я вышла просто на трассе, я оказалась в затруднительном положении, потому что я подключила роуминг Израиля, но он прекратил работать в Палестине. И у меня не было связи, чтобы позвонить хозяину Airbnb, чтобы он отправил мне такси. И я как бы обнаружила себя поздно вечером, часов 9, просто на трассе где-то вот в Палестине. И я еще была неподобающе одета, потому что я приехала, было очень жарко, я ходила по Израилю в шортах, думала, что переоденусь в автобусе, но там не было возможности такой. И я просто сидела на остановке и думала, так, что же мне делать следующим шагом? Но мне очень повезло. Ко мне подсел такой мужчина, как будто бы бездомный. Он был, у него не было одной ноги, весьма такой колоритной внешности. Он не говорил по-английски, да, он говорил только по-арабски, но мы с ним все равно как-то поняли друг друга. Он мне предложил вызвать такси, и у меня не было другого выбора, кроме как согласиться. Когда такси приехало, он сел в машину, и, получается, я этого не поняла, но, видимо, с его стороны он предложил такую сделку, что он вызывает мне такси, а я его отвожу. Что потом въехали в город, и он сказал, так, мне здесь, и вышел. И я думала, прикольно, я в первый раз прокатила мужчину в такси. Вообще у меня остались такие только положительные впечатления от города Джерихо. Таксист не знал точно, куда везти на адрес. Он несколько раз останавливался, спрашивал у продавцов в киосках. Они выходили, смотрели в телефон, обсуждали. Прямо было видно, что они пытаются мне помочь. И довезли прямо до места. И я попала в настоящий палестинский большой красивый дом. И меня там угостили. На следующий день был праздник Курбан-Байрам. Меня угостили традиционными арабскими печеньями, внутри которых финики. Это необыкновенно вкусные печенья, я их очень много съела. Когда я приехала, женщины из семьи сразу мне предложили переодеться, чтобы я не ходила в шортах, и подарили мне такие широкие штаны. Они у меня до сих пор есть. Да. Оказалось, что хозяин дома хорошо говорит по-английски, а его дочь еще лучше. И к этой дочери приходила подруга, и мы с ними прекрасно провели вечер, общались. И просто рассказывали, как мы живем. И они поделились историей своей семьи. Оказалось, что их предки были согнаны со своих мест, что они тоже надеются когда-то вернуться. Мне эта девушка рассказала, что неспокойно, даже на западном берегу, что достаточно часто израильская полиция или израильские войска вторгаются в дома, забирают людей под предлогом, что это там террористы, какие-то там акты террора планируются, но непонятно, по какому принципу отбираются. Просто жители этого города живут в постоянном страхе, что к ним тоже могут ворваться и тоже разрушить их дома. И я была так тронута тем, что они рассказывают просто свои личные истории, просто историю своей семьи. И я понимаю, как это тяжело, когда история своими колесами просто едет и перемалывает жизни обычных совершенно людей. Девушка рассказывала, что она учится в университете, так же, как ее подруга. И, честно говоря, я знала о Палестине не так много, и очень много через российскую призму. И для меня было удивительно, что там есть скорая, полиция, университеты. Я представляла как-то, что это будет, наверное, как поселок, а это
обыкновенный город, бурлящий, с торговлей, магазины, развлекательные центры и абсолютно нормально функционирующий мир. Я думаю, что если меня обокрали, я бы пошла в полицию. Если бы там у меня что-то случилось, если бы подвернула ногу, пошла бы в больницу. Ничего вот не сбылось из того, что меня предупреждали, что это просто хаос, джунгли, опасность на каждом шагу. Спасибо большое за такую трогательную историю. Мгм. Мне теперь тоже захотелось съездить, посмотреть, Да. поездить. А еще я хочу рассказать, что я была свидетельницей, как несправедливо относятся израильтяне к палестинцам. Я хотела остановиться одну ночь переночевать на Мертвом море и смотрела гостиницы, какие можно забронировать. Они оказались очень дорогими, но меня поразило комментарий. Я смотрела на букинге, вопросы и ответы вот потенциальных клиентов. Я была просто в шоке, что люди пишут: я израильтянка, мой партнер палестинец, мы можем приехать? И гостиницы отвечали: нет, мы не заселяем людей, мы не заселяем палестинцев, мы не заселяем людей с палестинскими ID. И это было не в одном отеле, и это был не один вопрос. И я вот как бы впервые в жизни столкнулась с такой открытой, вот абсолютно нескрываемой дискриминацией. А вот девушка из той семьи сказала, что палестинцам даже запрещен въезд на Мертвое море, хотя Мертвое море находится на территории Палестины, но фактически контролируется Израилем. То есть там построены вот гостиницы, вот все вот эта развлекательная система, это все принадлежит израильским компаниям. Айзада, я знаю, что вы часто участвуете в протестах в Нью-Йорке. Расскажите, пожалуйста, как вообще проходит про свой опыт? Да, на самом деле протесты до недавнего времени, до мая, они были довольно безопасными, то есть я ходила, и я, в принципе, никогда не волновалась, у меня казахстанский паспорт, я на визе. Ну вот последний раз, когда мы начали ставить лагеря на кампусах, это был первый раз, когда я написала себе на ноге номера своих друзей, которые могут меня, если что, вытащить. Только я им сказала, что вытаскивать меня нельзя, потому что если ты мигрант и тебя сажают, то часто, если тебя заплатят, да, залог за тебя не выпустят, тебя переведут в тюрьму мигрантов, короче, ICE называется в Америке, то есть заплатят налог, но тебя все равно, короче, в другое, короче, место посадят, поэтому я им говорю, не обязательно платить за меня налог, но если что, я вам позвоню. Вообще, на самом деле, каждый раз, когда ты приходишь, да, вот на все эти протесты, там всегда есть контрпротест от израильтян или людей, которые поддерживают Израиль, и полиция всегда охраняет только их. То есть их это не кетлинг, как в нашем, да, в Казахстане, да, контексте, это вот их вот ради их безопасности становятся все вокруг них, а на нас никто никогда внимания не обращает, протестующих за Палестину. Часто есть такое, то, что приходят ортодоксальные евреи, да, хасидик Jews, они часто приходят на пропалестинские протесты, потому что они как бы в силу своей религии, они сейчас не верят в легитимность Израиля и в существование Израиля сейчас, который он есть сейчас, и они часто приходят, и они стоят часто на рубеже между произраильскими и пропалестинскими, потому что они вот евреи, абсолютно, да, то, что они, видимо, то есть они, да, ортодоксальные евреи, как они одеты и так далее, и они стоят, и они ругаются с ними сами, а мы стоим чуть подальше, и мы им позволяем как бы самим это все разобрать, но в последнее время, конечно же, буквально когда люди начали, да, появляться encampments, то есть, наверное, по-русски это просто будут пропалестинские лагеря со стороны студентов. Это в основном идут студенты бакалавра, но это также есть студенты и магистратуры, докторантуры, также есть там и профессора тоже участвуют, и они оккупируют, получается, публичные места, чтобы привлечь внимание к геноциду в Газе. То есть сама идея просто того, чтобы не дать жизни идти как по дефолту, да, как будто бы притворяться, что ничего не происходит, во-первых. Во-вторых, как многие университеты в США зарабатывают себе деньги, они инвестируют. То есть у них есть какой-то эндаумент,
не знаю, к сожалению, как будет по-русски, и они, получается, инвестируют в разные компании и так далее. Очень многие вузы в США инвестируют в компании оружейные, то есть которые производят оружие, они инвестируют часто в компании, напрямую связанные с Израилем. То есть студенты это все поняли, и они поняли то, что, знаете, они платят деньги, огроменные деньги за свое образование в Штатах, в этих престижных вузах, там Йель, Гарвард, Колумбийский и так далее, ну и в обычных вузах тоже. И эти их деньги потом как бы инвестируются в компании, которые напрямую спонсируют геноцид. И если это вообще студенты-палестинцы, то есть они как бы буквально своими же деньгами могут помогать истреблять свой народ. И из-за этого пошли протесты студентов. То есть протесты студентов, они как бы, да, за то, чтобы люди больше знали о том, что происходит в Газе, но еще они о том, чтобы перестать вливать огромное количество денег в Израиль и в этот геноцид. Например, как бы, да, все вузы это делают, но и сами-то США, то есть США всегда, когда они инвестируют деньги, они инвестируют это часто вместе, там, как бы, законопроект проходит, чтобы отдать деньги на помощь Украине и Израилю, да, и они там 80 миллиардов и так далее, то есть это огромное количество денег, которое идет от налогоплательщиков, от студентов, которые платят за образование, и все эти протесты, они были против этого. У нас на кампусе, где я учусь на докторантуре, тоже был такой протест, его очень быстро подавили, и, знаете, администрация согласилась на 8 из 10 требований, и сказали, потом это был как успех, то есть в медиа говорили, вот, успех, студенты добились своего. 8 из 10 требований, 8 — это мишура, 2 требования, которые они не согласились, это перестать инвестировать в военные, да, какие-то оружейные компании и полностью как бы полностью прекратить все связи с Израилем. То есть 2 основные требования, из-за которых все началось, в основном большинство университетов отказалось это делать. Буквально 1-2 вуза на территории США, которые как бы этого смогли добиться, но история в медиа — это о том, что студенты добились успеха. 8 из 10 требований были, получается, как бы они добились, что 8 из 10 требований вуз им пошел навстречу. Но я, с другой стороны, очень понимаю студентов, то, что я не могу их просить, знаете, там оставаться, там ночевать и своей безопасностью жертвовать, потому что на самом деле, например, University of California, Los-Angeles, UCLA, у них были ужасные случаи, у них был довольно большой лагерь, и туда полиция им вообще не помогла, и их очень много атаковали сионисты. Они кидали им мышей в лагеря, они там кидали им разные вещи, по-моему, они даже им кидали экскременты свои, то есть вот такое, они пытались их как угодно, да, они их избивали тоже, то есть у людей там были и сломанные кости, какие-то сотрясения мозга и так далее, которые вот студенты в этом лагере находились, их вот настолько была агрессия со стороны сионистов, и полиция зачастую ничего не делала. А в Нью-Йорке, где там, получается, большой протест был в Колумбийский университет, если честно, я надеюсь, они никогда это не переживут, и никто никогда не забудет. Они мало того, что вызвали полицию на своих же студентов, они их и газом тоже, там был вообще, по-моему, это не сама администрация, но кто-то вот тоже там рядом проезжал, и они обливали каким-то химическим, оружием студентов. Потом эти студенты, им нужно было ехать срочно в больницу, то есть буквально теми же методами, которыми они используют против палестинцев в Газе, да, это было очень похоже на то, что происходило, да, на кампусе Колумбийского. Они потом вызвали полицию, и я видела, я помню, я сидела дома, и я не знала, мне надо садиться в метро и ехать, но мне было очень страшно, потому что я думала, сейчас меня из страны вытурят, а с другой стороны я вижу, как стоят эти студенты, я им преподаю, примерно я знаю, какие это, они маленькие, от 18 до 21 года, они вот так вот, да, вот сцепляются и стоят, стараются держаться, на них идут огромные, просто вот десятки полицейских с дубинками и так далее, и они вот их просто вот полностью подавляют.
И это было ужасно страшно наблюдать. Это было не только в Колумбийском, там есть в Нью-Йорке и государственные вузы, которые вот я ходила на пресс-конференцию после того, как на них вызвали полицию на следующий день. И я слышала, как вот и у меня из знакомых студентов, которые их вот посадили, большинство из них выпустили через ночь, ну то есть они просидели ночь. Некоторые там якобы потеряли в системе, и они просидели несколько дней. То есть я знаю то, что, например, в Казахстане мы уже привыкли 15 суток, но в Америке это, конечно, для них это абсолютно дико, то, что ты можешь выйти на протест, и тебя посадят даже вот на ночь или на несколько суток. То есть там же протестуют абсолютно за все, а вот именно как бы насколько они подавляют свободу слова, когда дело касается Палестины, это просто ужасно. И в том числе, знаете, академия, она хочет казаться, да, что это очень передовой институт, где идет в первую очередь защита свободы слова, защита человеческих прав, демократии и так далее, но не стоит забывать, что все-таки это колониальный институт, и как бы очень удобно быть за Палестину, когда это уже прошло. Когда, знаете, сейчас многие уже говорят, да, в 1947 году это на самом деле, да, там была резня в Дер-эль-Ясине и так далее, а вот то, что вот сейчас происходит на этом месте, это, например, в моем департаменте все молчали, да, и потом, что вот из того, как вот я испытала на себе цензуру за то, что ты говоришь за Палестину, я преподавала после 7 октября, примерно через 2-3 недели, у меня был урок он назывался «Media Literacy», буквально как правильно критически анализировать и читать медиа, в том числе новости, и распознавать как правильно читать новости и распознавать предубеждения. Из-за моего опыта того, насколько цензурируется вся речь за Палестину, я провела урок где-то через недели 3-4 после 7 октября. Урок назывался «Media Literacy», где сама цель была научить моих студентов, как правильно критически думать и анализировать СМИ, статьи, которые они видят. То есть сейчас же очень большой поток, и постоянно, да, вот ты скроллишь, все это читаешь, и у очень многих людей теряются навыки того, как распознавать правду, как распознавать, что это перспектива без предубеждений. И в том числе я фокусировалась на предубеждения в отношении арабов и в отношении мусульман в западных медиа, в том числе New York Times, да, там Washington Post и так далее, то есть такие, которые считаются, это не Fox News, которые считаются супер предубежденные и расистские уже и так сам по себе, а такие либеральные медиа. Я говорила, в том числе и про Украину говорила, но я фокусировалась очень много про исламофобию, Израиль и Палестину. И на этом уроке я показала где-то 15-минутное видео про историю Нагбы, да, катастрофы палестинцев. Оно абсолютно полностью факт-чекнутое, то есть там все правильно. В итоге ко мне после урока подошла студентка, и она как бы немножко настояла на том, что палестинцы сами террористы и так далее. Я не стала ее, честно, ни в чем переубеждать, потому что я, во-первых, видела по ее эмоциональному состоянию, что как бы она, возможно, меня сейчас не услышит, и еще то, что как бы я показала всю информацию, которую могла, и я не могу как бы людей заставлять, да, во что-то верить. Я просто вот дала информацию, когда она ко мне подошла, я сказала, хорошо, как бы мы с ней как бы провели нормальный такой диалог, и она ушла. И потом в итоге оказалось то, что даже не она сама, а кто-то из ее друзей услышал про это, и они за меня донесли в еврейскую организацию на кампусе. Эта организация донесла про меня Дину. Дин сказал моему департаменту, и потом мой департамент меня, вызвал объясняться. И они, когда меня вызывали объясняться, они мне говорили, типа, вы демонизировали Израиль у себя на уроке. Я говорила, нет, я говорила факты. Я говорила факты, которые я брала не с потолка, я говорила про то, как читать правильно СМИ, это тоже я брала, то есть я сама буквально ни одно слово не написала, я это брала из источников, которые довольно-таки, у них хорошая репутация, и я говорила о важных вещах, о том, как надо избегать предубеждений, в том числе исламофобных. Но они это все перевели на то, что если ты говоришь о том, как Израиль неправильно относится к палестинцам, арабам, мусульманам, ты, значит, его демонизируешь.
И да, все равно впечатление было такое, как бы они говорили, ну, с моего департамента, они говорили, ну да, мы как бы ничего тебе не будет, но ты нам скажи, демонизируешь ты Израиль или нет. И хотя с моей стороны я видела то, что это все факты, все-таки если ты говоришь о том, как Израиль притесняет палестинцев, арабов, мусульман, это считается, что ты его демонизируешь. И еще вот одна такая мысль была, как пока вы говорили о том, что насколько там идет дискриминация, да, вот вы увидели вживую, да, как людям не позволяет там заселяться израильцам, палестинцам вместе и так далее. Это ведь на самом деле мало того, что сейчас происходит геноцид, но вообще это же апартеид. То есть это такая же система, которая была в Южной Африке, где белые и черные были абсолютно разделены, и они считались неравными гражданами страны. И поэтому очень многие, даже вот моя очень близкая подруга и моя румейтка, она выросла сионисткой, но она в итоге увидела свет, и она сейчас активно пропагандирует антисионизм, и она за Палестину, и когда она людям говорит то, что она не верит в то, что Израиль должен существовать сейчас, ее все обвиняют в антисемитизме, что невозможно, потому что она мало того, что сама еврейка, она еще прекрасно как бы говорит, да, на хибрю, это иврит, да, и соблюдает, да, все обряды и так далее, но она, когда ее тезис в том, что Израиль не может существовать сейчас как в том формате, в котором он существует, потому что это государство построено на апартеиде. Любое государство, которое построено на апартеиде, мы как бы даже вот, ладно, это не личное мнение, это есть международный, да, суд, International Court of Justice, международный суд правосудия, или как бы, не знаю, какая-то тавтология получается, но и это нелегально на уровне международном, то есть на уровне ООН и так далее, то есть это даже не дело личного мнения, это дело того, что если мы хотим называть себя людьми, которые за права человека, которые развились, да, дальше там, Второй мировой войны, и не хотим, чтобы это повторялось, мы должны понимать то, что это должно не повторяться абсолютно нигде, в том числе в Палестине. Расскажу одну маленькую историю. Вот вы, может быть, слышали, что Starbucks бойкотируют пропалестински настроенные люди из-за того, что компания подала в суд на своих работников, которые поддерживали Палестину. И я как-то один раз увидела, что они продают кружки с арбузом. И для тех, кто, может быть, не в курсе, арбуз — это символ Палестины. Дело в том, что какое-то время назад Израиль запрещал вывешивать, использовать флаг Палестины, и тогда люди придумали рисовать арбуз, потому что у него такие же цвета, как у флага Палестины. И мне это показалось настолько циничным, каким-то как стороной капитализма, что они поняли, что прибыль не такая высокая, как они ожидали, и решили сгладить этот репутационный скандал вот с помощью продаж таких кружек. И мне показалось, это такое интересное послание какое-то такое. Но это значит, что достаточно... это работает, потому что на самом деле бойкоты, они работают. Да. Не ходите в Starbucks. Вы уже несколько раз затронули Украину. Украина, по сути, тоже страдает из-за колониальной войны, но при этом поддерживает Израиль. Как так вышло? Ну, наверное, даже не как так вышло, а что, наверное, вы об этом думаете? Почему так происходит? Вообще, я недавно видела видео Зеленского, где он говорил о том, что он как бы... Он не говорил, что нужно перемирие и так далее, то есть он открыто точно какие-то вот установки не использовал, но он говорил о том, что он не поддерживает вот этот масштаб этой жестокости в Газе. То есть он все равно как бы высказался, то, что это все равно очень, очень жестоко, но на удивление или не на удивление очень многие западные СМИ это не стали особо транслировать. То есть его высказывание о том, что он все равно в каком-то плане критичен, да, к Израилю. А по поводу, конечно, мне очень тяжело сказать, почему
Украина поддерживает Израиль. Я, наверное, даже в этом плане вообще не могу дать никакого ответа, потому что я как бы в этом не разбираюсь. Я только скажу то, что украинцам, я с ними очень солидарна, да, в том, как сейчас им тяжело, то, что вот война, да, достигла своего апогея вот в 22 году, началось это все еще раньше, но с другой стороны у украинцев есть такая привилегия того, то, что они уже очеловечены для Запада. То есть, когда это все происходило, и очень многие французские, британские журналисты CNN, BBC, они говорили: как так тяжело, они вот так и говорили, вот черным по белому они говорили: ужасно, невозможно представить, они же такие же люди, как и мы, у них есть Netflix, они водят машины. Блондины. Вот такое они не говорили, они говорили именно вот, они же такие же люди, как и мы. Вот так вот они и сказали, говорили про Netflix, говорили про машины, и сказали, типа, еще сказали, это же не Сирия. То есть почему мы, когда говорим про Палестину, да, это важно для деколониализма, потому что вот эта логика того, что в каких-то местах люди ожидают увидеть насилие, каких-то людей они ожидают увидеть мертвыми, и они даже, мы настолько, да, уже не чувствительны к их смертям, вот мы уже привыкли видеть, да, все эти не белых людей, о том, как они умирают, как у них нету там ног и так далее, они взрываются, видеть белых людей — это такой разрыв шаблона был для многих, потому что белые люди, они уже люди, то есть они абсолютно гуманизированы, и уже стартовый процесс того, как анализировать эту войну, как анализировать эту трагедию для украинцев, он будет совсем другой. Им не нужно доказывать свою человечность, как это нужно делать, например, палестинцам или сирийцам и так далее. Говорить о том, что там нужно обязательно, прежде чем ты говоришь про Палестину, делать такой дисклеймер, что ты не за Хамас, или там делать дисклеймер, что ты там queer-friendly, или что ты там за ЛГБТ и так далее. То есть украинцам и, как и многим, да, белым людям, им дается не только человечность, но и многогранность. То есть они могут иметь разные мнения, и их мнения не будут являться поводом для того, чтобы нормализовать, да, насилие против них. Как, например, если очень многие именно арабские мужчины их дегуманизируют, потому что они, наверное, все гомофобы или они все сексисты. Ну вот тогда и как бы не жалко их, что они умирают. Ну я как бы, у меня много дядь, двоюродных братьев и так далее, они, может, не все идеальные феминисты и там ЛГБТ поддерживающие люди, но я бы не хотела, чтобы всех абсолютно поголовно убивали, просто потому что люди думали, что раз они там мусульмане или казахи, то, наверное, они какие-то дикие и так далее. То есть я только в этом плане, я выскажусь не... То есть это не на вопрос, почему Украина солидарна с Израилем, а на вопрос, почему Украине далась такая платформа и такое какое-то вот внимание и отношение, которое мы не можем увидеть, мы не можем увидеть на примере Палестины. Да, я вот согласна с Айзадой, присоединяюсь к ее словам, и хотелось бы, конечно, подчеркнуть, насколько важны привилегии. Привилегии расы, привилегии религии, привилегии вот физической близости. У палестинцев этого нет, поэтому они, как и многие из нас, рассматриваются в качестве фундаментально других, не заслуживающих такого же набора прав, такого же достоинства. К сожалению, это вот колониальное наследие, с которым нам приходится работать. И тоже последнее дополню. Мне кажется, то, что если, возможно, мы видим, да, большую солидарность. Ну, я еще хочу сказать то, что я знаю людей, да, украинцев, которые солидарны с Палестиной. То есть нет такого, что они все поголовно, они существуют, как бы, и это абсолютно прекрасные люди. Но если все-таки есть украинцы, которые солидарны с Израилем, это как бы тоже потому, что они
тоже подвластны этому стерению, да, истории Палестины, то есть этому нарративу колониальному, который доходит и до них, потому что они тоже же ну, как бы там, где они находятся, насколько еще то, что Израиль их может принять и сказать им, вот здесь безопасно, хотя я не уверена, что там безопасно, приезжайте сюда, мы вам дадим место, землю и так далее, и они, возможно, не могут сделать свое какое-то исследование и понять о том, как бы на чем все это подвязано, какая там история. Возможно, некоторые из них не хотят этого знать, потому что они не считают, ну, то есть они для себя тоже обесчеловечили палестинцев, а возможно, кто-то из них просто не знает и не имеет доступ к этим знаниям, и возможно то, что как бы есть все равно почва для солидарности, но как бы когда ты существуешь, да, в этой системе империй, где тебя пытается истребить одна империя, и ты пытаешься искать помощи у другой, и тебе другая империя говорит, мы тебе дадим помощь, вот эти люди, они, правда, не люди, и ты такой думаешь, ну ладно, хорошо, зато хотя бы мне будет помощь. Ну то есть эти иерархии, они как бы, они строятся, и с одной стороны, да, не хотелось бы, чтобы украинцы эти иерархии поддерживали, и хотелось бы сказать, чтобы они больше как бы об этом узнавали, читали и строили солидарность с Палестиной, а с другой стороны, ну, это, к сожалению, какая-то вот такая данность того, то, что колониализм и империализм, он разделяет людей и делает из них иерархии, и таким образом он дальше продолжает процветать. И, наверное, напоследок интересный вопрос. Как люди, которые сами пережили Холокост, сейчас, по сути, творят то же самое? Что они сами испытали, через что они сами прошли? Или прошли те, не знаю, родственники, семьи и так далее? Ну вот моя подруга, которая выросла сионисткой, она выросла в штате Нью-Йорк, и у нее родственники тоже есть, которые пережили Холокост и которые как бы были убиты во время Холокоста. Знаете, это просто в какой-то момент сионизм, он стал абсолютно доминировать в религии. То есть, например, в США практически невозможно найти синагогу, которая не поддерживает Израиль. То есть, если ты приходишь туда, то ты подтверждаешь легитимность, да, Израиля как государства, и люди вырастают абсолютно... Как бы я встречала людей, которые... Они, честно, у них абсолютно, ну, грубо говоря, промыты мозги. То есть они вырастают на страхе того, то, что вот с ними это случилось, и потом одновременно, да, есть страх, виктимизация прошлого, обесчеловечивание людей, которые вот сейчас как бы идут якобы против тебя, они считают даже детей террористами, и завязывание религии вместе с сионизмом. И это все как-то сливается в то, что они искренне начинают верить, что эта земля их, и что они имеют право делать очень жестокие вещи с палестинцами просто потому, что они как бы на их земле. И есть очень хороший документальный фильм, я, правда, не уверена, переведен ли он на русский язык, он называется «Израилизм». Его сняли, не помню, или они с Израиля, или они сами американцы, но, в общем, это документальный фильм о том, как евреям, которые вырастают в Америке, им как бы промывают мозги и их конвертят в сионизм. То есть даже если ты просто еврей, в итоге ты вырастаешь и становишься именно евреем-сионистом. И не хочется, да, все равно говорить то, что это все система, и люди сами, как бы, это не их вина, как бы в любом разе это, конечно же, есть, как бы, система состоит из индивидуальных личностей, но в то же время надо понимать, насколько это идет стирание истории, насколько это идет пропаганда того, что вот людьми это просто забывается. Даже вот сейчас, если подумать, как бы люди же знают о том, что был геноцид, да, в Украине. И сейчас снова идет война, и люди думают, ну типа, а как, ну как бы все эти нарративы, дискурсы, их довольно легко построить, как тебе это выгодно, если у тебя есть ресурсы и доступ ко всем этим
если у тебя есть доступ ко всем этим ресурсам? Мне кажется, сам вопрос достаточно спорным. Ты его задаешь, исходя из той логики, что человек, сам переживший страдания, должен проявить сострадание к другим, попавшим в ту же ситуацию. Но мне кажется, это вот ни капли не закон, а скорее исключение из правила. Потому что вот колониальная система, да, это иерархия, это насилие. И когда человек испытывает насилие сам на себе, это ему изменяет психику. И достаточно часто, вот как-то мне кажется, да, что у такого человека возникает желание ответить насилием на того, кто еще слабее, кто находится еще ниже в иерархии. Вот, например, я это наблюдаю среди азиатских народов России. Мы испытываем на себе расизм, но мы с таким же расистским предубеждением относимся к людям из Центральной Азии. И мне кажется, что вот исключения, как, например, немцы, которые вот осознали, что они сделали, да, и как-то смогли это переработать, это вот прямо редкость. Мне кажется, что когда вот такое происходит, что человек, что-то испытав, начинает сочувствовать людям в аналогичной ситуации, мне кажется, это скорее вот достойно восхищения, а обратная ситуация — это просто вот человеческая натура. Ну, это еще, конечно же, то, что вот опять же идет иерархия того, насколько ты далек от Запада, как бы белости, да, whiteness. То есть, если евреи, они каким-то образом, возможно, у них есть, они находятся в этом ближе в силу того, что многие из них там из Восточной Европы и так далее, как они выглядят, арабы для них выглядят еще дальше от этого, да. Они, то есть, если евреи считаются другие, да, для белых людей, то арабы, они еще более другие. А если они еще более другие, они еще дальше от, да, шаблона от белой расы, гетеронормативности, там, гетеросексуальности и так далее, то тогда, наверное, все те, кто будут дальше, все те, кто будут отодвигаться от этого, значит, они еще более нецивилизованные, еще более дикари. И, например, это видно даже вот, да, у нас вот там в Казахстане, как относятся к этническим меньшинствам уйгуры, дунгане, или вот как когда приезжают, да, вот в Центральной Азии, там не любят пакистанцев, людей с Индии, то, что вот они вот, и нам всем кажется, нет, ну мы же вот белее, мы же цивилизованнее, поэтому мы нормальные, а вот они вот все нет. И с другой стороны еще хочется то, что вот столько знаешь, что есть это имперское насилие, и давайте мы вот тогда вот направим на других людей, чем вот не на нас. И еще была одна мысль, которую я хотела сказать. То, что не стоит забывать, то, что во время Холокоста были таргетированы не только евреи, то есть там было вообще 6 групп. Я сейчас не вспомню все 6, но я точно помню, что одни из них это были, да, ЛГБТ сообщества и люди народов Рома, которые у нас часто по-простому называют цыгане. Еще с психическими отклонениями. Да. Это вот уже 4, есть еще 2 категории, сейчас я их точно не вспомню. Но вот, например, народы Рома, они так и не получили справедливости, они так и не получили никаких прав, им очень тяжело в любой стране получить гражданство, их гоняют, в Восточной Европе они буквально как бы их просто сравнивают с грязью, поэтому как бы даже вот это вот получение, да, какой-то справедливости и восстановления своего статуса, даже пережив Холокост, не всем это было в итоге дано. Даже вот мы это видим на примере народов Рома. Спасибо большое за такие интересные contributions, за такой интересный вклад и мысли. Наверное, нужно уже суммировать нашу дискуссию. Сегодня мы разговаривали о том, как вообще мы пришли к войне, которая сейчас происходит, что происходит. Разобрали немного историю о том, как вообще Израиль стал Израилем, который мы видим сейчас, и о том, как сейчас в мире, наверное, реагируют, обсуждают, освещают
ситуацию, которая там происходит. Спасибо большое, что сегодня были с нами. Надеемся, вам понравился этот выпуск. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Всем до скорых встреч!